задача моей презентации, она двойная. С одной стороны рассказать, что наше новое ПО «Датамастер», оно гораздо лучше наша 7.9, наша привычная программа. И главное, что она не настолько сильно при этом отличается, чтобы вы испугались. То есть задача моя именно показать, что вы сможете с этим ПО работать так, практически так же, как привыкли. Итак, приступим. Значит, первое, с чего начинается программное обеспечение, это, конечно же, с его установки. И здесь мы взяли лучшее из того, что мы умеем. То есть наше обеспечение, как Data так же, как и Realtime 7.9, оно совершенно легко ставится. Не требуется какой-то там специально вызывать админа, что-то знать, обладать какими-то большими знаниями компьютерами. То есть вы просто берете экзешник, который у нас есть на сайте, либо поступил вам на флешке с прибором, запускаете, говорите несколько раз «Окей», все, ваша программа встала. Не нужно ничего указывать, ничего настраивать, все становится полностью автоматически. При этом мы решили улучшить процесс работы с самим ПО дальше, то есть после того, как вы поставите свое ПО, вам нужны тесты. Если вы работаете с нами, вам нужны модули анализа, которые сейчас можно скачать с сайта и установить. А еще в 7.9 вам нужно скачать ini-файлы и их, соответственно, в память своей программы запихнуть. Вот. Теперь этого делать уже не нужно, то есть теперь вы просто скачиваете точно такой же экзешник, запускаете его, и у вас все ini-файлы встают сами. То есть больше вот этого ручной работы тут нету. Вы можете все поставить совершенно автоматически. Микрофон, говори, плохо слышно. Плохо слышно? Извиняюсь. Просто мне кажется, наоборот, слишком громко получается. И меня тонко слушать. Следующее. Так. Что мы изменили? Это мы добавили полноценную пару логин-пароль. То есть раньше, если вы помните, у нас был только логин. Можно было создать нескольких операторов и среди них выбирать. Теперь у нас, кроме самого оператора, можно его запаролить. То есть если вы сетевая лаборатория и вы хотите контролировать своих сотрудников, хотите знать, кто точно работал с прибором, кто точно это ставил, вы можете каждому из них придумать логин, каждому из них придумать пароль, и будет, соответственно, знать, кто точно работал с прибором данной конкретной постановки. Не хотите этого делать, пожалуйста, запрос пароля отключается, вы работаете как привыкли, как в 7.9. Выбираете просто оператора, и никаких проблем, он у вас просто без пароля заходит. И, что мне очень нравится в этом обучении, теперь, в отличие от 7.9, он запоминает, кто с ним работал последним. То есть, если раньше в небольших лабораториях была проблема, всегда вызывается первым гость. И даже если у вас всего один единственный оператор, вам все равно приходится каждый раз его выбирать, каждый раз. Естественно, все забывают, естественно, начинаются приключения. Здесь проблем нет. Он запоминает, какой оператор был последним. То есть, если у вас всего один оператор, вы просто один раз его выберете, и в следующие разы он будет у вас выбираться автоматом. Вот. Тоже возможности. То есть, каждый оператор можно настроить его полномочия. То есть, если вы хотите, чтобы у вас какой-то сотрудник мог только вот запустить программу и больше ничего сделать с прибором не мог, не залез в настройки, что-нибудь там несет, ну мало ли там, есть его сотрудник, у которого шаловливые ручки, студент какой-нибудь, вы можете ему это запретить на уровне настройки, сказать, нет, вот ты можешь запускать прибор, и больше ничего не можешь. Не хотите ограничивать, пожалуйста, поставили все галочки и делайте все абсолютно, что хотите с прибором, то есть без всяких ограничений, пожалуйста. То есть это можно настроить под себя. Следующее, что изменилось в нашем программном обеспечении, это то, что теперь у нас все режимы находятся в одном окне. Раньше, если помните, у нас в программном обеспечении было отдельное управление прибором, отдельный анализ. Это были, по сути, независимые программы. И переход между ними не всегда был понятен, как его осуществить. Теперь все режимы и создание протокола, и управление прибором, и анализ полученных результатов, они находятся все в рамках одного окна. Вы можете в любой момент переключаться между ними. Следующее. Вот теперь по этим режимам пройдемся чуть более конкретно. И первый из них – это режим создания протоколов. Вот. Как видите, здесь, в общем-то, более-менее привычные нам все элементы, то есть это список образцов, и список тестов, это панель управления, это программа амплификации, она приехала теперь сюда, то есть программу амплификации мы теперь сразу видим хорошо, и расположение пробирок, оно даже не поменялось, оно осталось на том же месте. Специально хочу обратить внимание, то есть поначалу, когда только запускаете программу, кажется, ой, все непривычно, все не то, вообще, как я с этим буду работать. Если обратить внимание, мы максимально постарались сохранить преемственность, то есть вот даже панелька внизу, которая, она, все значки полностью, и их порядок полностью соответствует старой панели 7.9. Она просто развернулась на 90 градусов, но это та же панель на самом деле. То есть к ней привыкнуть очень быстро.
Вот. То, что у нас появилась новая возможность, у нас, если в старой ПО 7.9 у вас размер окошка и соотношение всех элементов всегда была константой, то есть зависело только от режима экрана. Это не всегда, естественно, удобно. Кому-то нужно одно посмотреть, кому-то другое. Теперь у нас заменные элементы можно менять, масштабировать. То есть хотим посмотреть подробнее название, увеличиваем окно, ту часть окна, которая отвечает за название. Хотим подробнее рассмотреть плашку, пожалуйста, увеличиваем плашку. То есть в данном случае никаких проблем нету, можно настроить под себя интерфейс и запомнить, как нам удобно, какой интерфейс нам удобен. Вот. Следующее, что тоже очень мне нравится, это изменение структуры тестов. То есть раньше у нас все тесты просто шли подряд. И в больших лабораториях, там, в которых было много тестов, или в научных, которые постоянно создают себе новых тестов, в какой-то момент ты их начинаешь путаться. Огромный список, и его надо долго-долго писать, чтобы найти искомый нами тест. Теперь у нас появилась возможность их не просто линейным списком, а в так называемую древовидную структуру объединить. То есть делим их на группы, и вот здесь на примере наших тестов все наши тесты уже объединены. Вот, то есть отдельно герпес, отдельно урониталка, отдельно герпеточина и так далее. То есть все тесты, огромное количество тестов ДНК-технологий помещается на самом деле в рамках одного экрана. А уже нужно, мы выбираем там конкретно, разворачиваем папочку и говорим, вот я хочу этот тест и этот. Вот. Следующее еще изменение дополнительное. Может быть интересно тем лабораториям, у которых нет лабораторной информационной системы. То есть, когда мы создаем протокол, с одной стороны, мы вроде как работаем по тесту. У нас есть хламидия, микоплазма, реоплазма, много других тестов. Вот. А есть у нас может работа другая. То есть, когда у нас поступает пациент, Иванов, и ему назначена хламидия, микоплазма, реоплазма. То есть, можно у нас исходить со стороны тестов, а можно исходить со стороны пациентов. Теперь есть такая возможность в программе обучения, то есть, можно заполнять, как мы привыкли, по тестам. То есть, сказать, я сегодня хочу поставить 10 хламидий, 15 микоплазм. А могу сказать, нет, я хочу поставить Иванова и ему конкретно там, такую инфекцию, а Петрову другие инфекции. И протокол заполнится уже не по тестам, а по пациентам. То есть, если вдруг вы работаете так вам удобнее, можете эту функцию использовать. Вот. Следующее отличие в этом тесте. Первое. Мы теперь можем выбрать сами, какой тип термоблока, то есть какой прибор мы будем использовать. То есть, если 7.9 у нас всегда по умолчанию думает, что она будет работать с дошитым прибором. И до тех пор, пока мы ей не покажем прибор, то есть не подключимся к прибору, она не сменит тип. То есть если у нас стоит в лаборатории один единственный лайт, и он сейчас работает, мы не можем создать следующий протокол для этого лайта. Пока он не остановится, пока мы к нему снова не подключимся, и пока у нас, соответственно, этот лайт не стоит в виде программе. Теперь этой проблемы нету. Вы сразу заходите, говорите, я хочу работать с лайтом, создаете протокол, вот, и когда лайт уже останавливается, вы просто спокойно запускаете снова. Вот, не ждете, не заполняете протокол. Также, если вы постоянно ставите одни и те же постановки, вы можете создать шаблон этой постановки. То есть это ближе там, к CFX программе. То есть вы можете себе создать уже готовый шаблон, в котором все расставлено, выбраны все тесты, вы просто его будете с памяти подгружать. Вот, и у нас появилась возможность теперь, если, опять же, у вас нет лица, вы можете схему плашки распечатать, она красивая, цветная, достаточно показательная. Стало, вы можете ее распечатать, смотреть при раскапке, например, для себя контролировать. Микрофон. Вот. Еще одна возможность принципиально новая, которой раньше не было, это возможность вводить дополнительные параметры. То есть у нас для наших тестов, для некоторых важно дополнительный параметр. То есть, если мы говорим о гепатитах количественных, то нам нужно понимать, из какого объема материала мы выделяли. Если мы говорим о каких-то панелях типа энтерофлора или, например, неоскринных, где важен возраст пациента, тогда нам нужно указывать возраст пациента, чтобы он учитывался при анализе. То есть теперь у нас такая возможность есть. То есть для наших тестов у нас есть специальные поля, которые можно заполнить: тип материала, объем материала, возраст пациента. И таким образом у нас программа будет анализировать уже результаты, исходя из этих дополнительных параметров. Следующий у нас режим запуска прибора. Он, в принципе, тоже претерпел достаточно большие изменения по сравнению с предыдущим. То есть его, соответственно, характерные черты — это графики флуоресценции. Они, в общем-то, были и раньше всегда. Температурный профиль, он тоже был, он только немножко переместился. Вот.
менеджер управления пробирками, он стал на самом деле удобнее. Раньше тоже можно было, но там это все было раскидано по кнопкам, теперь это единое окошко. И, собственно, непосредственно окно управления прибором. Вот. Какие здесь появились новые возможности? Первое, то, что, о чем говорили, наши новые приборы, они, кроме стандартного подключения по USB, теперь могут быть сетевыми, то есть они могут общаться по USB, по Ethernet. Так вот, теперь у нас есть возможность в новом подключении подключаться и по USB, и по Ethernet, зависит от того, как настроен ваш прибор. Вот. Также, если мы говорим про новый прибор DTEC Prime 2, теперь мы можем, если он стоит где-то у нас далеко, то есть он может стоять уже не рядом с компьютером, а где-то в другой комнате. Мы можем в его память издалека с компьютера записать протокол, и потом на самом приборе его уже запустить. Такая возможность у него есть. Вот. Также, поскольку мы понимаем, что в первое время вам будет, наверное, некомфортно вот так прям быстро взять, все бросить и перейти на новое ПО. Вы захотите наверняка там какое-то время на адаптацию, что-то поставить на новом, сравнить со старым и так далее. Программы не конфликтуют, то есть вы можете взять свою 7.9, главное единственное обновить ее до последней версии, хотя бы не в 48. И после этого можете прекрасно запускать и ту, и другую программу, они прекрасно будут сосуществовать на одном компьютере, конфликтов не будет, можете выбирать по своему усмотрению. Следующее. Управление прибора. То, что мне нравится, это то, что теперь все функции, они достаточно логично и удобно скомпонованы в одном месте. То есть все настроечные параметры, все характеристики прибора, они все в виде вкладочек у нас в окне управления прибором. Из нового тут появилось окно статуса, очень удобное. То есть теперь не надо думать, какой у нас прибор, сколько у нас каналов, какие у нас характеристики контроллеров, какие у нас экспозиции сейчас стоят. Все это отображается в окне статуса прибора. Вот. И окно ошибок, то есть теперь, если вдруг с прибором что-то, не дай бог, случилось, у нас сразу же в окне ошибки он заявит о себе и скажет, что мне нехорошо, а не когда мы уже начали запускать, и вдруг посыпались какие-то сообщения об ошибках. Следующий режим – это режим анализа. Вот. Он достаточно сильно претерпел изменения, на мой взгляд, тоже в положительную сторону. То есть у нас есть графики, они как были, так и есть. У нас есть таблицы с результатами, и новые, относительно новые, это менеджер пробирок. На самом деле он был и раньше, в 7.9, но он был спрятан, и о нем не все знали, что он такой удобный менеджер существует. Он там вызывался до этой кнопочки. Теперь он выведен прямо сразу наверх и сразу доступен. Он очень удобен при анализе особенно сложных протоколов, где много разных тестов, много разных пациентов, а нужно посмотреть что-то конкретное. Он позволяет это сделать достаточно быстро. Что еще у нас при этом изменилось? Первое, это появилась возможность смотреть истинные исходные данные. Дело в том, что в 7.9, на самом деле, то, что у нас называлось исходными данными, к нему уже поменялся ряд фильтров, то есть она для того, чтобы они были более человекочитаемые, более красивые. И истинные исходных данных мы, на самом деле, никогда не видели. Для поддержки это некоторая проблема. И для понимания того, что у нас пошло не так и что-то пошло не так. Теперь у нас есть отдельные случаи исходные данные. Это вот истинно то, что видел прибор. Вот прям без всяких прикрас. А есть фильтрованные данные, они соответствуют исходным данным в 7.9 на самом деле. Вот. Также у нас появилась полезная вещь, это окно предварительного анализа. Прошу прощения. Дело в том, что раньше у нас, если мы выбирали какой-то сложный тест, фимофлор, андрофлор, генетику, то у нас весь анализ, он, собственно говоря, превратился в специализированную табличку. А исходного анализа, просто анализа циклов, его практически не было. Его надо было как-то сложно искать, выискивать. И иногда, если вы анализировали протокол, это просто неудобно. Теперь есть отдельная вкладочка, где вы можете посмотреть именно исходный расчет до применения, опять же, всевозможных специфических настроек теста. Вот. И приятное тоже у нас есть вкладка «Внимание». То есть раньше, если у нас программное обеспечение замечало какую-то нетипичную кривую, какой-то зашкал, что-то еще, она писала сообщение: обратите внимание, у меня в такой-то луночке проблема. Вот. Это было окошко, вы нажимали ОК, окошко закрывалось, а какая уже пробирка, вы и забыли. Теперь этой проблемы нет, теперь есть отдельная вкладочка, куда вы можете в любой повернуться и посмотреть, какие же пробирки мне надо посмотреть повнимательнее, где у меня проблемы. Вот. Про менеджерные анализы я вам, собственно, рассказал. То есть это возможность именно выбирать отдельные конкретные образцы, конкретные тесты. И относительно новая, так называемая кросс-таблица, то есть она удобна тем, кто анализирует потом протоколы где-то вовне, например, в Excel.
То есть там очень удобно, в табличный формат выводятся результаты и образцы, вы можете их копировать и потом уже во внешних программах легко анализировать. То, что мы говорили, я уже упоминал с предыдущим докладчиком, это новый тип анализа. Первый — это эзотерическая ПЦР. На самом деле ее и раньше можно было, естественно, поставить, но у вас бы она отображалась, как обычно, ПЦР в циклах. Теперь эзотерическая отличается только тем, что у вас вместо циклов будет именно реальное время. То есть, что более считается просто более общепринятым. Хотя принцип, конечно, от этого не меняется. Следующее — это HRM-анализ. То есть, на самом деле, было сказано, что у нас новый прибор поддерживает HRM. На самом деле, по характеристикам и старый прибор, в общем-то, HRM поддерживать, в общем-то, может. То есть, тут главный математический аппарат, который заложен в программном обеспечении, кто этим прибором управляет. То есть, теперь функция HRM-анализа, она в полной мере доступна в этом программном обеспечении. Вот. Самое мое любимое, наверное, это принципиальное изменение работы с экспозициями. Все, кто работал с разными производителями, знают эту проблему. То есть вы работаете на нас, у нас одни экспозиции. Вы переходите на набор конкурентов, у них экспозиции другие. Естественно, периодически забываем поменять то в одну, то в другую сторону. Но это то темно, то зашкал. Теперь решили кардинально этот вопрос. То есть теперь в приборе есть такое понятие, как заводская экспозиция. Во всех новых приборах, начиная с 2018 года, это уже есть. То есть это та экспозиция, которую заложили на заводе, и изменить ее никак нельзя. А в самом тесте теперь есть коэффициент, который говорит, использовать ли заводскую экспозицию или изменить ее в какую-то сторону. То есть у вас экспозиция поменяется автоматом, как только вы выберете правильно настроенный тест. То есть хотите вы, чтобы было меньше, уменьшаете экспозицию, как здесь вот показано, и у вас экспозиция, она меняется, соответственно. Теперь проблема переключения экспозиции, ее просто нету. Прибор переключает экспозицию сам. Программа переключает экспозицию сама. Следующий приятный момент – это обращение в техподдержку. То есть стандартная ситуация. У вас возникли сложности с каким-то протоколом, вам нужно, соответственно, вы звоните, вам говорит, пришлите протокол, вам приходится этот протокол искать, ну, вот, а потом еще что-то фотографировать и так далее. Но это все это возня. Теперь все это можно сделать буквально одной кнопкой. То есть вы нажимаете кнопку обращения в поддержку, вот указываете свою почту. Если не указали ее изначально, на самом деле можно для оператора почту указать сразу, и тогда он будет автоматически с этой почты отправлять. Автоматически прикрепляете протокол. Если нужно, делаете скриншот, отправляете это все одним кликом, и служба поддержки сразу получает ваше обращение с протоколом, со скриншотами, со всей необходимой информацией для анализа. Это ускоряет взаимодействие с нашей службой поддержки. Вот. Следующее изменение, вот, это то, что мы теперь поддерживаем импорт и экспорт в формате RDML, то есть это шаг к тому, что мы со временем научимся анализировать протоколы, которые будут получаться на других приборах. То есть если сейчас мы с другими приборами практически никак не взаимодействуем, то эту проблему мы уже решим, то есть можно в нашей программе анализировать не только себя, вот, но и в обратную сторону тоже. Ну и следующее, вот, это то, что у нас теперь в программе есть полноценная электронная справка. То есть, если теперь у вас, как обычно, бухгалтерия забрала том с инструкцией, чтобы ее оформить и забыла вернуть, не проблема, вы можете в программе всегда открыть справочку и посмотреть все, что вас интересует. Собственно говоря, все.